Итак, для переделки аккумов нам понадобится БМС-ка непосредственно, аккумуляторы сами. И если аккумуляторы слаботочные, на всякий случай конденсатор. На емкость чем больше, тем лучше. То есть если 12-вольтовый шурик, то достаточно будет 16 вольт. А вот если какие-то там 14-вольтовые, то лучше брать 20, там, 25 и так далее. Я его не поставил, потому что у меня просто он не влез. Лучший вариант его засовывать прямо вот туда. Вот, но у меня крышка просто не закрывалась. Ну и литий-фосфат железные аккумуляторы, они высокотоковые, по эксплуатации нету никаких нареканий, даже без конденсатора. БМС-ка, ссылка на нее я дам, она дешевая, самая дешевая, которую я нашел. Токи уже не помню, но весьма большие, 30 ампер, да, на 30 ампер. Шурик никогда не стопорился, все нормально, я им уже, это шурик 12-вольтовый, этим шуриком я уже 2 заряда аккумуляторов посадил. В принципе, хватает очень надолго, с учетом емкости, конечно. Вот. Это аккумуляторы формата 26650 АФР. Для 12-вольтовых идеально подходят именно литий-фосфат железо, потому что там 3,2 вольта. Другой шурик я переделал на обычных аккумуляторах, на самых дешевых. Я ссылочку тоже внизу оставлю в описании. То есть самые дешевые аккумуляторы я купил рублей там за 300, по-моему, 4 штуки. Или там за 500, не помню уже. Они не высокотоковые, самые обычные. Такая же БМС-ка, только для литий-ионных. Это вот БМС-ка для литий-фосфат железа. И шурик тоже работает, но когда подсаживается заряд, БМС-ка уходит в защиту, и нужно вставить зарядку. То есть хороший такой индикатор подсаженных аккумуляторов. То есть если при усилии уходит в защиту, то есть просто отключает аккумуляторы, значит пора заряжать. То есть тот аккумулятор на 14,5 вольт тоже работает от 4 литий-ионных. 12-вольтовый отлично работает от 4 литий-фосфат железа. Здесь вот провода паять вот так вот не рекомендуется. Лучше делать вот таким образом. Но вот эти пластины вот очень тонкие оказались. И такой вот паяльником таким этим, контактная сварка, их прожигала просто эти пластины. Вот, пришлось, вот одна из них оторвалась, пришлось вот припаять. Вот, соединяем толстыми проводами. Здесь вот сейчас один толстый пойдет, я вот как раз разобрал для того, чтобы толстый поставить. Соединяем все аккумуляторы по схеме, которая указана в описании к БМС, и, собственно, все это закрываем. Вот в таком виде собранный аккумулятор получился. Здесь щели вот такие вот, потому что габариты аккумуляторов большие, закрывается с трудом, еще и в ширину так его распирает. Вот сейчас так вот ставим сам шурик. Вот здесь вот приходится надавливать сильнее. Вот она вот так вот. Ну, соответственно, работает.